Всем привет, меня зовут Николай Карпов. Я являюсь сооснователем и генеральным директором компании Red Button LLC, которая в данный момент занимается разработкой проекта Battle of Titans. Сейчас я бы хотел вам рассказать немножко об этом проекте, о его будущем, о команде, которая его делает. Для начала немножко о себе. Я делаю игры уже порядка 10 лет. Я начал с консольного проекта на PlayStation 2 и потом шел через ПК, браузерные игры, и в какой-то момент я работал с компанией Glu Mobile над проектом Indestructible и Bug Village. После этого у меня родилась идея и понимание, что неплохо получаются сессионные проекты с ориентацией на стрельбу, такие вот веселые, драйвовые, короткие стрелялки, шутеры. Таким образом, в компании Pixonic у меня появился проект Walking War Robots, он изначально назывался так, потом он превратился во всем вам известный War Robots и принес некоторый успех и хорошие деньги для компании Pixonic. Что касается Battle of Titans, он является не прямым конкурентом War Robots, он является неким продолжением. Это идеи, которые лежали в его основе и которые мы бы хотели донести до вас, как до игроков, как для конечного потребителя. Некоторые вещи мне самому, как геймдизайнеру и продюсеру этого проекта, интересны, как они будут играть. Они местами достаточно новые, необычные, но чертовски интересные. Я должен с гордостью даже сказать то, что мы действительно решили очень много сложных проблем. В Battle of Titans вы можете целиться по разным частям, вы не блокированы по вертикали, вы можете целиться по ногам, по пушкам, по башням, совершенно в разных ситуациях. Это дало нам возможность сделать действительно более интересные локации, более разнообразные по высоте. То есть вы можете смотреть наверх, вы можете стрелять сверху вниз, и это вам никак не мешает играть и наслаждаться действительно классной графикой, анимацией и эффектом. Что есть проект Battle of Titans? Это игра на мобильное устройство. Это шутер сессионный, с длиной сессии где-нибудь, может быть, в 7 и в редких случаях порядка 15-20 минут. В этой игре вы управляете огромным роботом с кучей пушек, с кучей мощи, которую вы можете направить в сторону вашего противника. Это в первую очередь мультиплеер-ориентированная игра. Это именно арена на одной локации, где вы можете выбирать из 6 роботов и порядка 8 оружия, которые вы можете уничтожать друг друга. Основной режим представляет из себя ТВТ, то есть команда против команды, где победитель определяется тот, кто останется последним. Точнее, та команда, которая полностью уничтожит команду противника. В этом ключе мы не используем каких-то точек, по крайней мере на данный момент, которые нужно контролировать на локации. Игроки предоставлены сами себе в поисках путей, способов их решений и путей уничтожения команды противника. Итак, я бы хотел сейчас рассказать про то, как мы собираемся зарабатывать деньги на этом проекте. К сожалению или к счастью, мы не благотворительная организация, и в игру закладывается монетизация. Она необычна, интересна и местами требует некоторого понимания. И мы планируем в ближайшее время, конечно, поработать именно над ее презентацией для игрока. Презентация в том плане, чтобы она была более понятна. Те отзывы, которые мы о ней получаем на данный момент, это как «я ничего не понимаю», «о, блин, я разобрался, это так круто». Для игрока эта монетизация и именно способ прокачки роботов и оружия, именно на нем мы будем зарабатывать. Для игрока это представляет огромный пул вариаций, улучшений. То есть игрок может построить очень разного, очень разнообразного робота, комбинируя пушки с разными прокачками, комбинируя разную прокачку на том же самом мехе и так далее. Наши планы на будущее. Помимо итераций, которые приведут нас так или иначе к запуску на другие платформы, например, Android, не знаю, Windows Phone, Facebook Game Room и так далее, хотелось бы задуматься о нечто большем, чем мобильная игра. Мобилки и портативные девайсы для игр — это все здорово. Когда вы таскаете игру у себя в кармане, в любой момент сели,
Но иногда хочется сесть на диван перед большим телевизором, взять геймпад и отлично порубиться в тех же самых роботов. На данный момент мы уже поддерживаем геймпады вот классические, то есть на которых есть там либо как от больших консолей, то есть весь набор кнопок, пожалуйста, курки, это левая, правая пушка, спецснаряжение, все это есть, спринт, все отлично работает, вы уже можете так сделать. Но это наш первый шаг в сторону больших платформ. Но это скорее далеко идущие планы. Что сейчас в ближайшее время мы собираемся сделать, это ввести новую локацию, добавить новый тип робота с новой механикой движения, добавить там несколько роботов на старой механике движения и разнообразить пушки определенного типа. Что для нас Battle of Titans? Это вот у меня полное ощущение того, что как будто у нас готовится некое представление и скоро состоится день премьеры. И впереди нас ждет большой длинный путь, который мы, я думаю, уже пройдем частично вместе с вами. Желающие будут писать нам гневные или радостные отзывы, мы будем понимать, что в игре плохо, что не очень, мы будем смотреть аналитику, будем все это проверять, что-то будем исправлять, что-то добавлять, делать лучше, и рано или поздно, я абсолютно уверен в этом, что Battle of Titans станет одной из самых популярных игр в мире. И в принципе у нее есть для этого все. Это потрясающая графика, отличный геймплей и отличный метагейм. А самое главное, у нее уже сейчас есть огромное количество фанатов и игроков, которые получили доступ в закрытое бета-тестирование и присылают огромное количество отзывов, огромное количество рекомендаций, идей, некоторые из которых просто потрясающие, некоторые из которых угадывают наши идеи, то, что мы собираемся уже сделать. И это нас очень радует, потому что мы идем с вами в одном направлении. Собственно, на этом все. Спасибо большое. Увидимся в бою. Всего доброго.